Двухтактные мотоциклы практически ушли в прошлое, уступив место более экологичной и надежной четырехтактной технике, которая в свою очередь в будущем заменит электробайки. Однако для тех, кто ездил на двухтактном мотоцикле, ничего не заменит звук выхлопа, а самое главное — запах сгоревшего топлива с маслом. Многие из нас видели только одноцилиндровые и двухцилиндровые мотоциклы на примере Ижей и Яв. О трехцилиндровых японцах только слышали, не говоря уже о 5, 6 и 7-цилиндровых мотоциклах. Поэтому предлагаю вашему вниманию послушать звук двухтактных мотоциклетных двигателей от 1 до 7 цилиндров. И начнет у нас первый серийный спортивный мотоцикл Союза Иж Планета Спорт, который выпускался Ижевским мотозаводом с 73 по 84 год. Его одноцилиндровый двигатель рабочим объемом 340 кубических сантиметров, который оснащался впервые в СССР раздельной смазкой собственной разработки и японским карбюратором Микуни, выдавал 32 лошадиные силы. Лидером по звуку двухцилиндрового двухтактного двигателя у нас являлась, конечно же, Ява 350-638, которая выпускалась с 84 по 91 год. Рабочий объем ее двигателя составлял 343 кубических сантиметра, который выдавал 26 лошадиных сил максимальной мощности. Также предлагаю вам сравнить звук выхлопа Ява с, так сказать, японским конкурентом в этом классе Yamaha RD350. Ее двухцилиндровый двухтактный двигатель объемом 347 кубических сантиметров жидкостного охлаждения выдавал 35 лошадиных сил при 7500 оборотах в минуту. Переходим к 3 цилиндрам. Здесь я предлагаю вам послушать Suzuki GT750, который выпускался с 72 по 76 год. Он оснащался 738-кубовым двухтактным трехцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением, который выдавал 72 лошадиные силы при 6500 оборотах в минуту. Максимальная скорость, которую способен достигать мотоцикл, составляла около 200 км в час, а версия для соревнований Daytona 290 км в час. А теперь давайте послушаем четырехцилиндровый V-образный двухтактный двигатель спортбайка Honda NSR 500, который выпускался с 84 по 2002 год. Его мощнейший двигатель объемом 498 кубических сантиметров в последней версии 2000 года выдавал уже 200 лошадиных сил на 14 тысячах оборотов в минуту, а крутящий момент составлял 106 ньютон-метров, и это при массе в 135 килограмм. Неудивительно, что байк разгонялся до сотни за 2 секунды, а максималка превышала 300 км в час. Пятицилиндровые и выше мотоциклы мотопроизводители, конечно же, не выпускали. Однако есть умельцы, которые компоновали 2 и более двигателей как хотели. Представляю вашему вниманию творение Алана Милларда, который взял и соединил 2 трехцилиндровых двигателя от Kawasaki H2750. При этом он выкинул один котел. Объем двигателя получился примерно 1250 кубических сантиметров. Мощность неизвестна.
Конструктор из Венгрии сделал чоппер с шестицилиндровым двигателем Ява. Ширина мотора составила рекордные 90,4 см, объем 1050 кубиков. Точная мощность движка также неизвестна. Для реализации проекта были куплены 3 явовских 350-кубовых мотора. В 2 были отрезаны коробки. Торцевые части моторов были подогнаны друг к другу и сделан специальный крепеж. Ну и вот, наконец, 7-цилиндровый двухтактный зверь из Германии. Неизвестный умелец, так же как и Алан Миллер, поигрался с двигателями Kawasaki. В итоге на свет появился монстр Kawasaki KH606. Данных о мощности и объеме никаких нет. Поэтому остается просто восхищаться этим творением и послушать звук единственного в своем роде двигателя.